Всем привет! Очередная камера с AliExpress, магазин J Craftsman. Качественное видеонаблюдение. Сразу по ссылке переходите и приценяйтесь, просматривайте. Все на страницах товара описано. Все соответствует описанию. Также продавец обратную связь хорошую держит. Можете задавать ему вопросы по различным поводам. Отвечает. Модель на упаковке. 2,8 мм объектив установлен. Широкоугольный. И есть возможность заказать такую камеру с 8-мегапиксельной матрицей IMX415 и с 5-мегапиксельной матрицей Sony IMX335. 8-мегапиксельная матрица 4К, также Sony, но IMX415. Сразу отвечу на вопрос, многие спрашивают, стоит ли брать 8 мегапикселей, можно ли 5. 5 также качественная картинка, если у вас нет надобности 4К, высокое разрешение, 8 мегапикселей, то даже вам лучше будет взять 5-мегапиксельную. Она и дешевле, и пропускная способность через интернет, если вы будете отслеживать камеру, будет лучше, чем на камеру с большим разрешением. Есть возможность заказать с картой памяти, есть возможность заказать без карты памяти. Все это на странице продавца прописано. Данная камера из разряда тех камер, которые будут работать в вашей системе домашней или же какой-то на производстве. Системе видеонаблюдения. Например, видеорегистратор Hikvision, видеорегистратор Dahua, видеорегистратор XMI или же какого-то другого производителя, которые поддерживают ONVIF протокол. И карта памяти Kingston идет, присылает, укомплектовывает продавец. Шаблон для разметки, для крепления кронштейна камеры. Удобно, сразу разметил, и не нужно камеру нести наверх для разметки. И инструкция. Есть русский язык, то есть можете ознакомиться полностью с подключением, с установкой на компьютер, как зайти в веб-интерфейс камеры, IP-камера. И тот вариант камеры, которая имеет много настроек через веб-интерфейс, много регулировок ночных режимов, регулировок дневных режимов, там определение силуэта человека, включение-выключение, различные моменты. На смартфон приложение Donale. Кто сталкивался с ним, тот понимает, и многие уже знают, что это приложение чисто для отслеживания картинки. Вышел, посмотрел, каких-то настроек внести невозможно с этого приложения. То есть приложение бедное. Камера заточена, как я вам сказал, в основном для работы в большой системе видеонаблюдения. Ну и какой плюс этих камер, что они идут с качественными матрицами. То есть Sony матрица и картинка с этих камер очень достойная. Очень достойная. Как дневная, так и ночная. С хорошим качеством, с хорошим разрешением, с хорошей детализацией. Ну и еще огромный плюс, что, как вы видите сами, камера изготовлена очень качественно. Металлический корпус полностью, металлический кронштейн, все металл. Шаблон для разметки именно под вот этот вот пятак. Регулировка кронштейна этого не очень удобно, но это как по мне. Кстати, шестигранника в комплекте я не замечаю. Есть вот черный шестигранник с муфтой на RJ45. Здесь вы его положили. Герметичная муфта на RJ45 в черном исполнении. И в черном исполнении шестигранник идет для настройки регулировки кронштейна. Но не часто будешь его регулировать. Один раз отрегулировал и зажал, и надежно он качественно работает. И также слот под карту памяти под этой также металлической крышкой с герметичной прокладкой. И какой плюс этих камер? Вот многие спрашивают, камера без карты памяти, то есть зачем она нужна? Это уже идет с картой памяти. Хоть она и будет работать в основном с видеорегистраторами, и данные с нее будут сохраняться на жестком диске видеорегистратора, но также она оборудована слотом под карту памяти. Можешь ставить карту памяти, можешь не ставить карту памяти. Камера, независимо от ее наличия, будет работать. Карта памяти здесь выступает как просто хранилище. Запись видео, запись аудио.
Аудио также имеется, встроенный микрофон вот в этом вот отверстии. Также модель камеры прописана, все можно видеть на наклейке. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Ночные 18 ИК светодиодов. LED светодиодов здесь нету. Светодиоды ночные, вот видно их ИК. Светодиоды ночной подсветки. 2,8 мм объектив, видно по его конфигурации сразу. И какой еще плюс этой камеры, что это POE вариант. POE 48 вольт, можешь напрямую ее подключать к POE видеорегистратору своему. POE 48 вольт видеорегистратор с выходами под подключение камеры одним кабелем по POE. Также к POE коммутатору можно одним кабелем ее подключать, она будет у тебя сразу в домашней сети. Или же вариант подключения 12 вольтами. Вот разъем для подключения 12-вольтового оборудования питания камеры. Если не нужно, имеется герметичная пробка, которая закрывается. Камеры видеонаблюдения, оборудование по видеонаблюдению, различные элементы умного дома в Украине можешь приобрести в интернет-магазине Smart Hata. Ссылка под видео. Переходи, ознакомливайся. Все, что на Алиэкспрессе, уже в Украине, и даже многое того, чего нет на Алиэкспрессе, ты можешь найти в магазине Smart Hata. Также камера имеет Hikvision протокол, Dahua протокол. С видеорегистраторами есть возможность Hikvision Dahua работы в полноценном режиме. То есть запись по движению, различные моменты камера должна также поддерживать при работе с этими видеорегистраторами. По XMI-скому видеорегистратору сейчас посмотрим, как камера будет работать. Полностью металлическая, смотрите, какой толщины крышка. Здесь прокладка герметизирующая. Здесь никаких проблем не будет. Вот одно плохо, что винты не имеют фиксации. Но я думаю, что карту памяти редко когда будете извлекать. Но если будете вдруг извлекать, то нужно иметь в виду, что винты выпадают и нужно использовать будет по возможности магнитную отвертку. Хорошей длины кабель идет, наверное, около полуметра. Кстати, при монтаже камеры можете также использовать фирменную коробку для монтажа. Герметичные несколько вариантов коробок. J. Craftsman также есть, которые он советует вам для приобретения вместе с камерой и облегчения вам установки. Герметичная распредкоробка, куда вы поместите разъемы все. И плюс еще вы на герметичную коробку крепите камеру. Тоже очень удобные варианты. Для подключения, как я вам говорил, можно использовать 12-вольтовый блок питания с таким вот разъемом. Кстати, продаются, есть в продаже удлинители до 10 метров по питанию уже готовые. Разъем папа-мама. Такой вот кабель. Также ссылку оставлю под видео на герметичные распредкоробки и на удлинитель. POE вариант чем лучше, чем подключение 12-вольтовым блоком питания. По POE по одному кабелю есть возможность подключить камеру на длину кабеля до 100 метров. По 12 вольтам только до 30-40 метров в зависимости от качества кабеля и от качества блока питания. По POE до 100 метров. Это огромный плюс, что камера POE. Использовать блок питания POE 48 вольт 0,5 ампера для подключения одной камеры. Соответствующие разъемы POE. Это у нас идет кабель на камеру. По одному кабелю идут питание и данные. Герметизируем здесь муфтой. Складываем это все. Монтируем в распред коробку герметичную. Кабель от роутера. В моем случае от роутера. Подключаю в разъем LAN. Проще, если у вас будет POE видеорегистратор, вы напрямую к нему подключаете камеру, и она у вас сразу выводится на свободный канал вашего видеорегистратора. Все, подключаю блок питания в розетку 220 вольт. Индикация есть, камера загружается как обычно. Также имеется индикация на разъеме RJ45. Можно по ней ориентироваться. По умолчанию включена функция DHCP, и можно уже камеру искать в вашей домашней сети. Через видеорегистратор
или же через программу LMS на компьютере. Включил поиск на видеорегистраторе XMI в домашней сети, он нашел камеру под именем Hikvision и внутренний IP-адрес с моей подсетью. Камера полностью адаптировалась, роутер выдал ей свободный внутренний IP-адрес. Порт 80 по OnVIF протоколу, камера работает с видеорегистратором XMI. 2 раза кликаю на камеру и она автоматически добавляется на свободный канал. Готово, связанный, и жму применить. Выход и камера на видеорегистраторе. Очень классная цветастая картинка. И сразу видно широкий угол. Немного рыбьего глаза есть, совсем немного. Но камера захватывает очень много. Будет полезно тем, кому нужно с небольшой высоты захватывать большую территорию. Ну или же даже с большой высоты получится еще большую территорию. И при этом, использовав даже вот такой цифровой зум, мы получаем более детализированную картинку, потому что это 8 мегапикселей, 4К, большое разрешение, и при даже цифровом зумировании получаем картинку с меньшей потерей качества, чем это было бы при 5 мегапикселях, 2. Божественное соотношение матрицы, объектива. Посмотрите, работает по автомобилям, работает по людям, работает по велосипедистам и присылает уведомления. Сейчас у меня на Apple Watch, потому что закрыт смартфон, и вот приходят уведомления Human Induction. Очень удобно, что различает машины, люди, велосипедисты. Это все можно включать, выключать с веб-интерфейса. Дальше покажу. Картинка на супер уровне. Именно тот вариант камеры, кому нужна камера с качественной, с детализированной, с отличной картинкой, на которую вот смотришь и не можешь оторвать глаз. Цифровой зум используешь, и качество по минимуму теряется. То есть где-то что-то приблизить вам нужно. Высокое разрешение, отлично. И именно угол широченный. Вот именно тот широкий угол, кому нужно соотношение вот хорошего разрешения плюс широкого угла. Вот эта камера с 2,8 мм объективом и 8 мегапикселей. Поставил на видеорегистратор, включил запись на этом канале чисто по движению. И вот камера подает по движению людей, по движению автомобилей. То, что я ей задал. Уберу я движение автомобилей, будет чисто по людям, присылать команду на видеорегистратор, он будет включать запись на жесткий диск. Уберу люди, поставлю машины, велосипедисты, например, будет чисто по ним, по людям не будет. Ну и также все эти моменты сохраняются на карту памяти. То, что вы настроили, и есть возможность подключиться на облако. Облачный сервис подключите, и будет еще плюс писаться на облако. Звук также выводится на колонки видеорегистратора. Поддерживает видеорегистратор звук. Вот с колонок. Колонки компьютерные подключены. И в онлайне я слышу звук с камеры. Также все пишется со звуком на видеорегистратор. На жесткий диск видеорегистратора. Проезжает автомобиль. Фиксируется движение. Включил запись видеорегистратор на жесткий диск. Пишется ролик по движению. Приходит уведомление на смартфон в приложение о том, что движение. Момент по этим всем надписям. Я их специально, все что можно, активировал и показываю вам. Даже можно менять шрифт, можно менять цвет шрифта, можно делать черную рамку, в ней белый шрифт, белую рамку, в ней черный шрифт. Дату, время можно менять местами, можно менять местоположение, можно менять формат времени, даты, сначала год, потом месяц, потом день, как захотите. Также и тут можно название камеры поменять, формат сжатия, разрешение и битрейт. Все это можно включать, все это можно выключать, чтобы оно не выводилось на экран. Можно одним кликом выключить все, будет чистая картинка. Камера просто супер. Веб-интерфейс камеры на компьютере именно там, где все вы будете включать, все вы будете выключать. Можете хоть каждый раз заходить, но это в домашней сети. Это не удаленно, а в домашней сети. Удаленно программа LMS на компьютер ставите и можете удаленно вот входить во все настройки камеры, в ее веб-интерфейс.
Прописал в поисковой строке браузера Chrome IP-адрес внутренней камеры и захожу. Вход админ, логин админ, пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вас сразу выбрасывает на камеру. Тут также вы можете ее наблюдать, включить запись на папку компьютера, получать тревожные сообщения и конфигурация, что главное. Смотреть в основном потоке дополнительном и мобильном. Первое, что заходим на камеру, и вот именно тот момент, где все можно. Изображение регулировать, куча настроек. Дневное, ночное, OSD раздел, именно там, где вы можете управлять вот этими вот значками. Включить OSD, выключить. Надпись убрать, оставить разрешение, битрейт, или же все убрать, часы, неделя убрать, или же все отметить. Вот галочки стоят. И также здесь формат даты, формат времени, надпись поменять, название камеры, что захотите, или все выключить сразу. Маска приватности, исключить какой-то объект, будет черным квадратом показываться, если это вам нужно. Видео настройки, также здесь все потоково. Мобильный поток выключен, сразу включите его, и по надобности, если хотите, настройте мобильный поток, просмотр из приложения. Камера трехформатная, H264, 265, 265 плюс формат сжатия, разрешение также несколько, и по максимуму частота кадров 30 при 8 мегапикселях. Это реально устанавливается и реально работает. 4К 30 кадров в секунду, камера отличная. Дополнительный поток, второй поток также можете настраивать, и мобильный. Все это сохранять. По аудио также настройки, по сети также настройки, и заходите в P2P и ставьте галочку включить, по умолчанию выключено, если вы хотите добавить камеру на приложение в смартфон для удаленного отслеживания. Если не хотите добавлять, то пускай у вас эта настройка будет выключена. Тут сразу же через несколько минут получаем QR-код, заходим на приложение Donale и забираем этот QR-код. И тут же на списке устройств у вас появляется камера. Событие, что интересно, детекция движения, включаем, по умолчанию выключено. Условия записи на карту памяти, какой поток хотите, чтобы писался, аудио да или нет. Предзапись устанавливаете от 1 до 5 секунд. Условия снимка также. Все понятно, все русифицировано. Не запутайтесь, а только приятно будет разбираться. Интеллектуальное, то, что вот интересно. Выбор цели. Цель гуманоид, машина, мотоцикл и велосипед. Аккумуляторная машина есть, но как она будет различать, тем более невозможно поставить галочку. И пошло. Когда писать, днем или ночью, то есть мониторить. Область выделить, показывать рамку или нет. Зона обнаружения, мерцания рамки вокруг или нет. Звук при тревоге писать или нет. Куча различных настроек. Камера очень многофункциональная. Условия записи, какой поток писать, тут же. И расписание, если нужно, ставите по расписанию или же круглосуточно, круглогодично по умолчанию. Архив. И здесь у нас основные настройки по карте памяти. Облако подключить или нет, длительность записи. Запись по расписанию также можете вот ставить, какой поток писать на карту памяти. Также все настройки. Ничего сложного, заходите, кликаете менеджер устройств именно по хранилищу. Карта памяти 1, понятно, что один слот, одна карта. Форматировать можно ее удаленно, или с приложения, или вот с веб-интерфейса. Сколько использовано, сколько свободно, занятый объем, общий объем. Все настройки. По системе заходим, пользователь, язык, дата, время, по умолчанию перезагрузка, автоперезагрузка можно ставить. Камера, чтобы автоматически когда-нибудь там ночью перезагружалась в неответственный момент. Обновление ПО. И информация по камере. Приложение Donale на смартфоне приходят уведомления. Именно момент добавления плюс в вашем списке устройств. Сразу открывается камера и забираете QR-код из веб-интерфейса, который я вам показывал, с ID-номером камеры. Моментальное добавление в один клик, никаких больше не нужно настроек. Удаленный просмотр. Можешь взять с собой смартфон, уходить и с
мобильного интернета просматривать онлайн камеру. Также все тут. Выделяется рамка, приходит уведомление о объекте и идет запись на карту памяти. Можешь зайти на карту памяти. Запись в облаке просмотреть, если ты его активировал, или запись на устройстве. Открыть на весь экран, мониторить картинку. И даже установить качество видео вот таким вот ползунком. Качество видео имеется в виду просмотра. Чем лучше качество, тем нужен более качественный интернет. Если ты будешь со слабого интернета просматривать, то в хорошем качестве это все дело будет тормозить. Поэтому у тебя есть возможность в случае чего вручную уменьшить качество. Но скорее всего даже будет в автомате ставиться. Но вот в хорошем качестве, в самом лучшем, ну блин, картинка просто суперовая. И также можно, небольшой зум имеется, небольшой цифровой, но также все детализировано, получается очень классно. Со звуком также, звук есть, камера имеет встроенный микрофон, поэтому заходим и слышим, активируем звук, делаем какую-то короткую запись, нажав на значок камеры, запись сохраняется в папку смартфона. Остановили, поделились, тут же зашли, поделились, или фото сделать. Также фото сохранили, кого-то увидели, сфотографировали. И просмотр нескольких камер, если у вас несколько камер в приложении. Будет камера с оптическим зумом, как из прошлого моего видео, также Jay Craftsman, отличная камера с Sony матрицей. Будете зумировать картинку, приблизив ее оптикой. Супер! Ну и краткие настройки. Кому нужно, небольшие совсем настройки. Но основное все делайте через веб-интерфейс. Отличная ночная картинка. Ну, в общем-то, не вызывало сомнений, что она такая будет. Sony матрица. Хороший качественный объектив. Очень детализированная. Супер. В цвет переставить. Сейчас, кстати, есть возможность поставить по движению переход в цветном режиме ночью. Что там движение? Люди, машину поставили вы, проезжает автомобиль, камера будет переходить в цвет автоматически. Но опять же нет у нее белых LED светодиодов, чтобы она подсвечивала себе. Поэтому без дополнительного какого-то освещения не будет смысла ставить интеллектуальный двойной режим перехода. Вот. Если есть у вас фонарь с датчиком движения, прожектор, который также будет работать по движению, будет актуально, нормально. Зажигается прожектор по движению и камера переходит в цветной режим. Сейчас я просто вот принудительно переключу с веб-интерфейса. Какая-то задержка есть при смене настроек, буквально небольшая, но есть. Цветной ночной режим, и видно, что там, где есть дополнительное освещение, то камера будет видеть отлично. Там, где полностью темно, ну полностью темно. Но я вам скажу, что даже при таком вот освещении, ну шумы есть, но не такие, они не критические. То есть вот небольшое освещение, где-то автомобиль светит фарами дополнительное, и картинка уже проясняется. Но это говорит о том, что Sony матрица установлена. Поэтому, если есть у вас дополнительное освещение ночное, то можно камеру переводить в цвет, и будет она в цветном изображении нормально показывать. Вот, едут автомобили, видно, что даже в свете фар картинка отличная. Кому не хватает яркости, контрастности, все это можно регулировать в веб-интерфейсе. Я вам показывал, здесь куча настроек, просто куча. Можете даже прописывать свой текст. Вот я дополнительно написал. Можете переносить его куда хотите. Можете огромный размер делать шрифта. Ну и главный ее плюс какой? Это Sony матрица в данной камере. Широкоугольный объектив и большое разрешение. Ну и немаловажно, это металлический корпус, ну и соответственно цена ее. Переходите по ссылке, смотрите. Это уровень хорошей, качественной камеры, можно назвать профессиональной. И за вот такую стоимость. За день приложение радовало. Заходил я и получал уведомления, открывал камеру, открывалось моментально. Вопросов вообще никаких не было. Кстати, да, есть уведомления, которые приходят по звуку. Можно настроить, включить. По звуку, тревога по звуку, и вам будет приходить уведомление Voice Detected. Какой-то резкий звук,
подъехал автомобиль, кто-то вам стучит в калитку, стучит в дверь кто-то, разбилось окно. Также камера будет присылать вам уведомление по звуку, если она не видит перед собой движения. Это тоже очень классно. Вот именно звуковые предупреждения, которые приходили. По звуку детекция движения и звуковые предупреждения. Ссылку на камеру оставляю под видео в комментариях. Пишите свои комментарии по этому поводу. Подписывайтесь на канал, чат в Телеграме по видеонаблюдению, мой канал в Телеграме, Инстаграм. Все полезные ссылки под видео. Переходите, присоединяйтесь, делитесь моим видео, помогайте продвигать видео и обязательно ставьте лайк. Камера на продаже в Украине, вся информация в Телеграме, Инстаграме. Заходите, кому интересно, пишите, свяжусь с вами в личку. Много и чего еще интересного из Китая по видеонаблюдению. Обязательно буду вам показывать видеообзоры. На сегодня все. До следующих видео.